Сейчас я вам хочу представить книжку, которую я сделала по результатам работы с детьми с дискалькулией. Чтобы помочь детям научиться хорошо считать, и детям, которые нет проблем со счетом, и дети, у которых есть проблемы со счетом, я предлагаю вам следующую книжку. Она называется книжка «Количественный счет», и он формируется с помощью абакуса. Обычно ментальной арифметикой занимаются просто для того, чтобы дети считали. Я предлагаю использовать ментальную арифметику для того, чтобы сформировать у детей правильный количественный счет. Это первая книжка цикла. Значит, она состоит из следующего. Она состоит из самой книжки пособия, состоит внутри пособия, поскольку она рассчитана на детей от 4 лет, даже можно от 3,5 заниматься. Значит, детям тяжело еще в этом возрасте писать, поэтому здесь много наклеек, что особенно понравится детям. Значит, и если у вас у ребенка есть подозрение, что у него дискалькулия, если ребенку, то есть если он в 5 лет еще не может считать до 5, если он путает все время название чисел, иногда считает, иногда не считает, пропускает цифры. Если он у вас в 5 лет не может, например, посчитать вот тут 2 конфеты, и дальше считаем 2, 3, 4, 5, опять начинается с одного, то я очень рекомендую взять эту книжку и начать заниматься с ним количественным счетом. Итак, количественному счету все равно хорошо пролепить все цифры. И по мере того, как вы будете заниматься по этой книжке, вы периодически лепите с детьми и цифры из пластилина, и количество числа из пластилина, и играете с ним, с фигурками. Я к этому еще вернусь. Итак, мы открываем первую страничку книжки и, значит, и знакомимся с цифрой 1. Здесь ребенок учится ее рисовать, потом он запоминает цифру еще не просто с помощью, что как циферка, а с помощью образов, на что похожа цифра 1. Занятие построено таким образом, что детям тут очень много интересных и новых заданий, которые вы нигде не найдете. Это первый раз они появились именно в этой книжке. Значит, книжка построена таким образом, что ребенок работает и с помощью абакуса, и может работать с помощью таких вот нарисованных, приклеивать абакусы, которые у нас здесь. Вот. В отличие от других методик по ментальной арифметике, здесь вводится сначала число, количество числа, и дети обязательно сравнивают больше и меньше. Кстати, один из признаков дискалькулии, что ребенок не может определить, где у нас больше, где у нас меньше. Итак, поэтому здесь с самого начала дети запоминают геометрию цифр и сразу идут занятия на больше и меньше. Чтобы детям было интересно заниматься с больше и меньше, у нас есть тут такие крокодилы. Крокодил, который, если крокодил голодный, то он открывает рот туда, где больше. А если крокодил не может выбрать, где больше, то, конечно, он держит рот закрытым и не может решить, в какую сторону ему повернуться. Такой способ помогает детям быстро понять, как ставить знаки больше, меньше или равно. Помимо того, в конце книги имеется инструкция к каждому. Значит, в конце книги есть инструкция, которая объясняет, что и как мы делаем на каждом уроке. Книжка развивает не только счет, но и умение, но и фотографическую память. Тут очень много заданий. Раскрась и представь. И дети заодно учатся запоминать зрительно. И развивают фотографическую память на рисунки, на предметы, на цифры. Значит, теперь хочется сказать о том, что дети, которые страдают дискалькулией, обычно дискалькулия идет в паре с дислексией. И для таких детей очень полезно начинать занятия с запоминания картинок в том числе. Развивать фотографическую память на картинке. Для этого вам подают любые картинки из любых книжек. Вы можете брать просто картинки из книжек, давать ребенку посмотреть на эту картинку, просить его закрыть глазки и рассказать, что он там увидел, что там был ежик, зонтик и ведра.
Вот для того, чтобы как раз преодолеть дискалькулию, и это есть, кстати, у меня такие задания есть в книжке по количественному счету, хорошо использовать картинки, на которых есть количество каких-то предметов. Например, вы даете ребенку запомнить картинку и спрашиваете потом, а сколько же там было куколок и на какой она была полке? Вот, а сколько же было роботов? А тут роботов у нас сколько было каких предметов. И для начала ему нужно давать, чтобы предметов было 1 или 2, чтобы он мог вспомнить. Это тоже помогает ему усваивать количество числа. Еще дети с дискалькулией, они именно в чем проблема дискалькулии? Как раз то, что у ребенка к числу не присваивается количество. Вот если мы с вами возьмем, например, кубик, да, игральный, и вы увидите цифру 3, посмотрите, тут 3 точечки, и сразу вы говорите цифра 3, вы их не пересчитываете, то ребенок всегда будет пересчитывать 1, 2, 3. Дети, которые уже пошли в школу, они еще максимум до числа 4. 4. Если вы им положите 4 предмета, он скажет, что здесь 4. Если вы им положите уже 5 предметов, то он будет пересчитывать. И скорее всего, на 5 предметов тоже скажет 4. И весь смысл занятий в том, чтобы научить ребенка запоминать количество. Можно брать для этого любые карточки, на которых есть количество числа. И с самого начала, вот в нашей книжке есть такие задания. И с самого начала детям, сколько бы им ни было лет, сейчас я вам открою такую страничку и покажу. Вот здесь у нас есть такая страничка, на которой показаны разные предметы по количеству. И ребенку можно спрашивать, покажи мне, где тут нарисовано 4 предмета, где нарисовано 2 предмета. И ребенок под вашу диктовку показывает вам, что... Я так не попаду. Значит, и ребенок под вашу диктовку показывает, вот здесь 4 предмета. Здесь у вас будет 2 предмета. Да? Здесь опять 4. И дело в том, что если у ребенка действительно дискалькулия, то эти упражнения нужно делать каждый день. Каждый день ему нужно показывать картинки с предметами, чтобы он каждый день тренировался определять их. И это упражнение должно быть каждый день в течение как минимум года. Смотрите наши ролики, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы узнаете, как работать с ребенком, как научить его считать быстро и правильно. Спасибо за внимание.